Почему люди такие доверчивые? Какие-то кредиты, собираются в какие-то пирамиды там залезать. Ни хрена себе, сколько людей уже вот, а я-то чего? Развели лохов. Сколько раз я говорил одно и то же. Нет таких бизнесов, которые дают несколько процентов в месяц. Их нету. Я уже заебался вот одно и то же говорить каждый раз. В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, и не важно, где ты рос. А в чем секретный соус? Игорь Владимирович, вы наверняка знаете и слышали новость о том, что основателя Финик задержали. Теперь уже нет никаких сомнений, что это пирамида была и есть. Люди потеряли очень большие деньги. Что вы думаете вообще по этому поводу? Ну, во-первых, мне очень плохо, потому что в основном пострадавшие от этой пирамиды женщины, и очень много среди них неполные семьи, и очень тяжелая ситуация сейчас у этих всех людей, поэтому что я думаю, я очень расстроен. Сколько раз я говорил одно и то же. Финики, эники, беники, финики, там, хреники, да. ЦБ в прошлом году обнаружил признаки пирамид. Но это же было очевидно. Почему женщины такие доверчивые, оказывается? Потому что Кирилл Доронин выглядит как такой брутальный мужчина, уверенный в себе, хорошо говорит, там, язык подвешен, все дела. Женщины ходят, говорят, ну разве такой мужчина может обманывать, значит. В кредиты залазит, квартиры закладывают и так далее. Идут на все риски и, пожалуйста, нате. Почему люди такие доверчивые, я не знаю. Ну почему? Мы уже сказали о том, что Центробанк еще в 2020 году внес эту организацию как очень похожую, там такая была какая-то формулировка, на пирамиду. То есть это было официально известно. Вы об этом много говорили, много других экспертов говорили. Но люди продолжали, несмотря на эту информацию, нести деньги. Почему ничему история не учит? Эффект очень похож на гипноз от цыганки на вокзале. Ну, вот идет человек, и вдруг цыганка к нему подходит и что-то говорит, а человек как будто бы вот бездумно открывает кошелек, отдает деньги, вынимает, и он действительно не понимает, что делает. Вот на этих всех сборищах Финика происходили сеансы, ну, по сути, массового гипноза по всем техникам, как это делают, вот это вот оболванивание. В результате люди, которые подвергались вот этому воздействию, особенно те, которые податливые, вот это, они реально теряли волю и делали так, какие инструкции получили. Техники известны с древних времен. Первым шагом делается подавление воли. Делается это следующим образом. Говорится, кто сегодня здесь с нами, тот умный, а вот кто не с нами, тот дурак. Смотрите, сколько умных уже разбогатели, создавая людям легкость вот этого вот очень глупого шага. Шаг номер 2. На следующем действии людям обильно показывают тех, у кого не было квартиры, и вот у него уже 2 квартиры. Да? Не было денег, и вот у него уже вон сколько денег. То есть им обильно демонстрируют людей прям шаг за шагом тех, у кого это случилось. Причем не обязательно, чтобы с ним случилось, это могут быть актеры. Актеры просто нанятые люди, массовка, пожалуйста. Леня Голубков в чистом виде, как в МММ. Да? В это время, да, у людей развивается ощущение ни хрена себе, сколько людей уже вот, а я-то чего? Помнишь, да, что было на первом шаге? Так вот, эти 2 момента складываются в один, человек готов действовать. И на 3-м шаге ловушка захлопывается. И в момент, когда ты вносишь вот эту вот сумму, тебе рассчитывают, какой доход у тебя вот уже сейчас вот он будет, да, и таким образом тебе продают следующее, что когда ты пойдешь сейчас, возьмешь потреб-кредит или что-то и принесешь вот эту сумму, то фантазия разыгрывается очень буйная. И вот человек с этим выходит с этого действия. Он не соображает, он знает только одно, ему надо принести в пирамиду деньги. Все. А вот этот момент еще очень интересен мне. Почему люди не вытаскивают так долго оттуда деньги? Вот, казалось бы, у тебя там на этом электронном счету вроде что-то выросло. Ну, забери и беги отсюда скорее. Но люди почему-то ждут до последнего, и большинство теряют. Ну, это типичная жадность, когда у тебя что-то прирастает, ты ощущаешь кайф, гормоны удовольствия выделяются,
И если ты вдруг хочешь изъять это из пирамиды, то заботливые сотрудники пирамиды что делают? Они говорят: о, если ты сейчас изымешь, то другие-то заработают, а ты-то не дозаработаешь. И таким образом отбивают охоту зафиксироваться. Ну, что и делали служители, так сказать, этой церкви Финико. Сейчас хочу поговорить о признаках пирамиды, потому что мы же понимаем, что пирамида Финика закрылась, потом появится еще 50 таких пирамид, и это будет длиться бесконечно. Можем назвать вот такие основные принципы, которые обычный бытовой человек должен, когда заметил, сразу понять: вот это точно надо бежать. Да. Ну, начнем с очень таких формальных вещей. Это лицензия на деятельность, которую осуществляла организация. Вот Финика не было. Которой у Финика не было. Раз. Второе, сообщение Центрального банка, ну, то есть регулятора об этом, которые постоянно предупреждали опасность. Ну, то есть уже этих двух моментов, в принципе, достаточно для того, чтобы здравомыслящий человек, ну, не вляпался. Идем дальше. Значит, очень активная пропаганда вложений. Потому что никто из реально привлекающих средств, да, ну, не может уделить столько времени на фандрайзинг, да, как это делают пирамиды. Потому что пирамиды, в общем, все деньги, которые в них притекают, они, ну, организаторы пирамиды берут себе, и там половина денег используется для вот этой вот sales машины, так называемой торговой машины. Из чего состоит торговая машина? Бесконечные встречи, комиссионные выплаты для лидеров, которые одурманивают людей, и это очень хорошие продавцы, психологи, да. То есть содержание вот этой вот sales машины требует денег. Поэтому активность этой sales машины очень часто говорит о том, что это, вероятно, симптомы. Ну и четвертое, я бы так сказал, в принципе, достаточно послушать, что говорят авторитетные люди про организацию. Есть люди, которые хорошо понимают, где пирамида и чего надо держаться подальше, да? Просто найдите их и впитывайте от них информацию. В конце концов, вы должны знать, что жизнь — это информация. Вы же, возможно, догадывались об этом. И от того, какая у вас информация, такая у вас и жизнь. Если вы находитесь в хреновой жизни, возможно, вы окружили себя той самой хреновой информацией. Ну и если уж так обобщать, да, у всех пирамид у них очень регулярные так называемые выплаты. Каждый месяц они нарочито подчеркивают, что они платят каждый месяц там 2-3%. Ну, слушайте, нет таких бизнесов, которые дают несколько процентов в месяц. Их нету. Вообще чудес нету. Если вы до сих пор верите в чудеса, вы не просто в опасности. Вы подвергаете опасности ваших родных, близких и себя. Вы все подвергаете вокруг себя опасности. Запомнили? Я думаю, что не запомнили. Я уже заебался вот одно и то же говорить каждый раз. Мы говорили о том, что часто это пожилые родители впариваются в такие истории. Может быть, вы дадите совет детям, как им вот это обнаружить и обезопасить, может быть, своих родных, которые пенсионеров, которые вот могут в такое вляпаться? Я могу по своему опыту сказать, сколько я не рассказывал своим родителям. Мой папа относил деньги в пирамиды. Почему? Откуда я знаю почему? Поэтому что можно сделать? Не прекращая, если вы понимаете, что это пирамида, все равно рассказывать. Ну, то есть делать все от тебя зависящее и даже больше. Ну, распространять информацию. Те, кто уже попадал и получил эту прививку, или те, кто, ну, разумом себя останавливает от этого, ребята, у нас одна забота — препятствовать тому, чтобы жилье разводилось. Иначе это жилье, ну, захватит слишком много пространства, и нам будет с ним уже не справиться. Мне вот все-таки интересно про людей, которые этим занимаются, про тех самых мошенников. Может быть, наивно вопрос прозвучит, но им не стыдно зарабатывать на вот этих вот малоимущих гражданах, на этих женщинах, многодетных матерях, на этих стариках? Ну, во-первых, они не считают себя мошенниками, они считают себя героями, которые развели лохов. Они вообще за людей не считают тех, кого разводят, и тех, кого заставляют взять кредиты, отнести в пирамиду деньги. Не считают. Поэтому сидеть и судачить по поводу того, что призывать какого-то
этого дельца, так сказать, к совести. Ну, это примерно то же самое, как наркоторговца призывать бросить торговлю наркотиками. Сколько лет уже борются с наркоторговлей? Победили. Просто невозможно победить то, что в симбиотическом, в симбиозе, вот оно есть, ты сколько ни борись, оно в каком-то проценте всегда будет. Вот и все. Поэтому выжигать каленым железом наркоторговцев, выжигать каленым железом всех, кто причастен к пирамидам и оболваниванию людей. Вот и все. Вот Доронина посадили, все, типа проблему решили. Да не решили проблему. Потому что 300 лидеров, которые собирали бабки в Финика, они на свободе, они сейчас перейдут в другие пирамиды. Вот и все. А несколько подельников Доронина, так они вообще на свободе. И все. Поэтому не решим мы никогда проблему, гоняясь за преступниками. Только. Это необходимо делать. Но самое главное – это повышение финансовой грамотности, защищенности нас как общества, способности противостоять угрозам, вирусам и бактериям. Это самое главное. А мы до сих пор, как в 90-е, несем деньги, кредитные деньги. Это вообще, это называется взять и заплатить своим будущим за фантазию. Просто в 90-е даже лучше было, там не было кредитов. Поэтому в данном случае я говорю, надо еще больше уделять этому внимания. Отправьте это видео своим родственникам, родным, близким, тем, кто собирается брать какие-то кредиты, собирается в какие-то пирамиды там залезать, в инвестора там, понимаешь, поиграть. Отправьте это видео им, ребята. В конце концов, ты можешь не слушать меня про то, что я говорю, надо делать то-то и то-то. Да ладно. Но ты хотя бы меня послушай по тем вещам, которые я говорю, не надо делать. Хотя бы по этому вопросу меня послушай. И другим расскажи. Понятно? Есть ряд блогеров разного уровня, которые подобные вещи сомнительные рекламируют. Как вам кажется, они должны нести за это ответственность? Очень правильная постановка вопроса. Я вообще считаю, все, кто участвует в цепочке, они должны иметь порицание и ответственность. Вот. Поэтому те мои товарищи, друзья или просто знакомые, или даже незнакомые, блогеры, которые, когда выступают в своих инстаграмах и ставят бутылку коньяка, например, алкоголь же рекламировать нельзя, а мы же не рекламируем, мы пока ведем этот прямой эфир, попиваем тут коньячок, да. Вот я их всех порицаю, и все. Значит, теперь, я еще не видел ни одного человека, который, начав получать деньги за рекламу поганого продукта или очень опасного, отказывался от этих денег. Вот. Поэтому без регуляции все равно не обойтись. Законы, и надо добиваться, чтобы эти законы работали. Потому что реально алкоголь запретили рекламировать по телевизору, да, и сигареты. Если посмотреть по статистике, сейчас 20% меньше курящих в России по сравнению с 90-ми. Я, например, тоже перестал курить. Поэтому те люди, которые соучастники пирамиды, те, которые участвовали в этом, на мой взгляд, они должны иметь адекватную меру ответственности в этом. Неважно, знали они или нет. Да? Те, кто распространяет наркотики, прекрасно знают, что за распространение наркотиков есть ответственность. Да? Почему за распространение мошеннического продукта не вводить ответственность? Я присоединился бы к законодателям, которые бы вводили закон об ответственности за распространение мошеннических схем. Вот эта мода на частные инвестиции, она влияет на количество, во-первых, мошеннических организаций и количество людей, которые на них попадаются, потому что они же выдают это за инвестиции. Конечно, влияет. В банках депозиты незначительные по процентам, людям хочется где-то заработать, поэтому из каждого утюга заработай с нами чуть больше, еще больше, а где-то заработай с нами много. Да? Признаки пирамиды. Поэтому, конечно, это информационное поле приглашает людей сыграть в инвестирование. И все бы хорошо, но я еще раз предупреждаю, строго-настрого.
Когда ты играешь в инвестора на последнее, на свои резервы раз, или, не дай бог, не дай боже, на кредитные средства, то ты очень глупо рискуешь. Если ты слышал про риск «благородное дело», то это как раз не здесь, потому что здесь это глупый риск, это дурной риск, это даже не риск, это просто глупость. Поэтому никогда не играй ни в какого частного инвестора на последний раз, и уж тем более на кредитные деньги 2. Никогда. В чем секретный соус? Отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, неважно где ты рос. В чем вопрос? Это секретный соус. Это секретный соус.